сколько действий, которые совершенно не нужны, они непонятные. Можете полностью делать монтаж без гофры. Проложили, сделали запас, закрепили, подписали, отрезали. Когда мы кабель прокладываем без гофры, мы должны ставить трубы, потому что он дает еще плюс 3 мм с каждой стороны запаса. Друзья, всех приветствую, меня зовут Александр, нахожусь сейчас в трехкомнатной квартире, электромонтаж которой выполняла не наша команда. Проложено порядка километра кабеля и, к сожалению, все пойдет в помойку. Далее с вами разберемся в причинах брака и сделаем заново электромонтаж этого объекта. Поехали! Первое, с чего можно начать говорить, это как проложен кабель. Кабель проходит по потолку, стянуто все перфолентой узкой, саморезами, клапами. Кабель местами пережат, повреждена внешняя изоляция. Слабая точка проходит вместе с силой. UTP-ха, интернет-кабель здесь PND слой, поэтому особо незаметно, но тем не менее все проложено вместе. Самый главный косяк и брак этого объекта, из-за чего мы будем переделывать чужую работу, это кабель на выключатель и кабель на розетку. Сняли с него поясную изоляцию внешнюю и проложили через подрозетник. И так по всей квартире. Зачем так делали, непонятно, то есть на это уходит дополнительное время. То есть нужно реально заморачиваться, брать там стрипер, либо нож, снимать внешнюю изоляцию и прокладывать штробе. Может быть, сделали в расчете на то, чтобы не делать большие глубокие штробы, так скажем, что уместится больше кабелей в них, но так делать нельзя, и поэтому мы будем все это переделывать. Я нахожусь сейчас в гостиной, это ТВ-зона. 5 подрозетников, которые закроются телевизором. Что это такое? Это, так предполагаю, сделано закладная. Закладная в виде кабель канала 40 на 25. Сделано для того, чтобы протащить HDMI кабель, но, к сожалению, вот в таком кабель-канале, и как она вообще выполнена, не доделана. То есть тут должно быть отверстие в этот подрозетник. Нужно все переделать. Мы поставим закладную 60 на 40, как и ставили в прошлых видео. И можно будет без проблем прокладывать HDMI кабели, там 2-3 штуки. Еще и акустические можно будет проложить. Акустические здесь предусмотрены кабели. Здесь будет домашний кинотеатр, такой мини. Акустический кабель проходит вместе с силой. Это тоже косяк, то есть нужно разделять силовую часть и акустическую часть. Это в любом случае, чтобы не было помех, шумов и так далее. Еще какой косяк объекта? Это установлены везде неглубокие подрозетники. Подрозетники 40 мм, а монтаж здесь сделан без распаечных коробок. То есть распаечных коробок на потолке их нет, они предусмотрены в подрозетниках. Если они предусмотрены в подрозетниках, как правило, всегда делаем глубокие. Ну, мы на каждом объекте глубокие стараемся ставить, даже если монтаж не ведется в подрозетниках. Но ребята установили 40 мм, и как распаиваться в них неизвестно. То есть, если распаяться даже тонкими вагами, там минимально сделать ответвление ПЕ-проводника, то там места за механизмом почти не остается, и приходится там все укладывать, то есть жилы подрезать, где запаса никакого толком не остается. При подрозетнике 40 мм. И механизм устанавливать очень сложно. Поэтому мы всегда ставим глубокие подрозетники. Здесь дом панельный, все-таки мы все, к сожалению, не сможем поставить 60 мм глубиной. Заказчик обратил на это внимание, и он все-таки боится за сохранность дома, за силовую часть. Поэтому мы точечно установим глубокие подрозетники 6 см глубиной, как раз где будут располагаться распаечные коробки, терморегуляторы теплых полов и закладные под кабель-канал. Имеется еще несоответствие привязки подрозетников к стенам, то есть размеры пляшут. Видите, допустим, подрозетник, закладная под бра, стоит на 3 см левее, где она должна стоять. Также 3 выключателя стоят левее на 3 см, где они должны стоять. Вот в этом месте нам нужно вырезать новый подрозетник, и делаем мы с помощью таких шаблонов. По-другому почти сделать это нереально. Здесь мы можем просверлить центральное отверстие, сверлом-центратором наметить, коронкой и далее просверлить отверстие. Вот в этих местах мы не можем, поэтому мы пользуемся такими шаблонами сейчас и будем прорезать все подрозетники с помощью шаблонов. Поехали! Для вырезания отверстий под подрозетники я использую дрель алмазного сверления с системой пылеудаления. Подключаю ее к пылесосу, после чего можно работать полностью без пыли. Но предварительно нам нужно срезать старый кабель, старые жилы, потому что они будут мешать и закусывать коронку. В данный момент вырезаю 82 коронкой, и вообще перешли мы с 72 на 82 диаметр, потому что он дает еще плюс 3 мм с каждой стороны запаса, чтобы можно подрозетник было подвигать. Да и сам слой штукатурки, если будет чуть больше возле подрозетника, то он даст больше фиксации, чем слой будет совсем тоненький.
Далее будет происходить этап штрабления. Штроборез Makita SG150 в данном случае. В нашей команде 2 таких штробореза. Уже пользуемся больше 4-5 лет. Ни разу ничего не сломалось, я полностью всем доволен. Резать можно сверху вниз, снизу вверх, как удобно человеку. Вот сейчас режу снизу вверх, потому что сама длина штробы небольшая от высоты бра, там от 1,5 метров. Поэтому мне просто легче снизу вверх прорезать, и все. Не переделывать подрозетники, не перерезать. Вот, в данном случае я утконосами вырвал спокойно подрозетник. Он был установлен буквально там крошку на пыль на какую-то штукатурную. Сейчас я демонтирую кабель и нашел место, где прям полностью порвана изоляция. Видите, пережата перфолента-изоляция, после чего я просто снимаю кабель, и она порвана. Отгибаю, и видно внутренние жилы. Это брак, это нельзя делать, поэтому лучше перфолентой вообще не пользоваться. Пользоваться специальным крепежом, дюпельхомутами, либо текстильной лентой, чтобы не повредить изоляцию. Снимаю силовой кабель, который проходит вместе с интернет-кабелем, с ТВ-кабелем и акустическим. Это неправильно. Если есть возможность разделить у нас слаботочную трассу от силовой, то лучше это сделать и не создавать в будущем каких-то проблем непонятных, наводок, шумов, помех, снижения скорости интернета. Лучше этого не делать. Далее снимаю основные кабельные трассы. Вот еще откреплял кабель в коридоре и заметил, как изоляция прорезана у одного кабеля, и он заправлен в штробу. Мне стало интересно, я его начал вырывать из штробы и заметил то, что внутри пластификатора самого наполнения, для того, чтобы кабель был круглый, вот у кабеля Concord такая белая штука, это пластификатор, его нет. Я просто вырываю кабель, смотрю, прорезана изоляция. Я, конечно, в шоке был. Представляете, это нужно было сначала прорезать кабель, снять этот пластификатор, все это наполнение, потом обратно заправить этот кабель в изоляцию и уложить в штробу. Сколько действий, которые совершенно не нужны, они непонятные. Не знаю, о чем думал тот человек, который это делал. Но это, во-первых, и дольше, и сложнее, и неправильнее. Это брак, это не нужно делать, это лишняя работа, которая совершенно не нужна. Вот еще кадры с поврежденной изоляцией кабеля. Это как раз таки от перфоленты. Просто, когда вы будете монтировать на перфоленту, вы можете не заметить. Повредится внешняя изоляция. Вот кругляшки от перфоленты. Поврежденная изоляция. Вот кабель на проволоке. Снимаем. И, к сожалению, все пойдет в мешке. Этот кабель нельзя будет использовать. Ну, либо где-то в неответственных участках. Не знаю, где-то в сарае там сделать наружную проводку. Этот кабель пойдет уже заказчику, ну, либо на металлолом. Да, вначале я сказал ролика, что пойдет в помойку. Конечно, в помойку не пойдет. Пойдет на крайний случай в металлолом, но все равно несоизмеримы те средства, которые получатся на металлоломе и в начале, когда кабель покупался в бухтах как изделие. Далее у нас установка подрозетников. Уже предварительно отверстия лунки подготовлены, прогрунтованы. Грунтовка уже высохла. И мы устанавливаем блок из 4 подрозетников, из которых 3 неглубоких, а 1 глубокий. Один как раз таки будет служить распаечной коробкой. Как правило, выбираем штукатурку Родбанд, либо та, которая уже нанесена на стены, чтобы просто было однородное основание вокруг подрозетников. Вдавил сами коробки в штукатурный слой и проверяю уровень. Где-то подправляю, просто шпателем приложил, по очерченной линии выставляю их заранее, которая уже была отмечена, это уровень горизонтальный. И какие-то полости я подмазываю, штукатуркой заполняю. Далее шпателем снимаю ту штукатурку, которую я намазывал на стену. Чтобы не портить плоскость, нужно проверять всегда, снимать шпателем со стены лишнюю штукатурку. Далее кабелем я расчищаю проход в подрозетник, чтобы потом можно было без проблем проложить кабель в него. Не поддалбливать, не прочищать дополнительно. Итак, сверление проходных отверстий в бетонных стенах. Ребята, которые работали до этого на этой квартире, сделали небольшие отверстия буром, там 16-м, вот стрелка показана.
в это отверстие не войдет никакая труба, а я буду ставить 32 трубы, потому как кабеля много, в квартире будет контроллерное освещение Siemens Logo стоять, чтобы не делать много на большую ширину отверстия, коридора не хватит, поэтому мы приняли решение поставить 32 трубу атмосферостойкую, и под нее я делаю 52 коронкой алмазное отверстие с пылеудалением. Достаточно комфортная процедура проходит, без грязи, без пыли, мне очень понравилось. Итак, сейчас нарезаю трубы. Это тяжелая атмосферостойкая труба от ДКС. Мне она очень нравится тем, что если идет нагрузка, то она не ломается, она просто чуть-чуть может прогнуться, загнуться, можно ее обратно выгнуть. Для проходов, я считаю, она просто прекрасно подходит. А мы знаем, что в проходы, когда мы кабель прокладываем без гофры, мы должны ставить трубы. У нас через стены кабель не должен проходить просто без ничего. Кабель должен проходить хотя бы в гофре, а лучше, конечно, когда он будет проходить в таких трубах, просто в закладных, чтобы можно было его, если что, вытащить, перетянуть. Сейчас отмечаю на трубе одинаковое расстояние, чтобы она в одном помещении и в другом выходила на равное расстояние. И далее я креплю ее перфолентой с помощью монтажного пистолета. Чтобы заполнить полости вокруг труб, чтобы не проходил у нас воздух из помещения в помещение, я буду использовать огнеупорную пену. В данном случае это B1. У нее 240 минут огнестойкости во время пожара. Она в данном случае отлично подойдет для этой процедуры. На носик монтажного пистолета я одел удлинитель, через который я заполняю эти полости. Итак, далее будем крепить держатели кабеля Speed, с помощью которых можно сделать отлично монтаж без гофры. В данном случае двойные держатели, но будут еще и одиночные. С стены я отложил одинаковое расстояние, 50 сантиметров. Это центр держателя. Одеваем очки, кепку и вперед стрелять держателя. На данном объекте перекрытие — это панельные плиты, поэтому я использую кованые гвозди 16 мм. С этими гвоздями меньше происходит отстрела. Отмеряю одинаковое расстояние по 30 см от каждого держателя. Это оптимальный размер, при котором кабель не будет провисать и распушевываться. Будет все аккуратно выглядеть, и монтаж будет происходить легко и быстро. Сейчас я пристреливаю вторую линию двойных держателей. Трасса пойдет на 3 комнаты и балкон. Достаточно много линий, потому что у нас идет на каждую группу освещения, на каждый тип светильников, на каждый вентилятор, ночник, выключатель, свой кабель. Так как у нас освещение будет управляться с ПЛК, с контроллера освещения, у нас каждый выключатель, каждая лампочка должна прийти в электрощит. Кабеля достаточно много уйдет. И, кстати говоря, поэтому мы будем делать монтаж без гофры, потому что если у нас будет проходить кабель в гофре, у нас не хватит никаких потолков, а потолки у нас низкие, от пола до него расстояние 2,55-2,60, поэтому не хотелось это расстояние уменьшать гофрой еще, либо уходить там весь потолок всю ширину, потом обратно нам приходить в электрощит нужно. Все-таки приняли решение сделать монтаж без гофры на таких держателях. Сейчас происходит пристрелка площадок от той же самой компании Speed. Сам монтаж происходил 1,5 года назад, поэтому мы пользовались этими площадками. Сейчас пользуемся другими площадками от Промрукава, потому что данных площадок Speed не бывает в наличии довольно-таки часто. И на этом объекте у меня была проблема, когда уже монтаж подходил к концу и эти площадки везде закончились. Я у коллег докупал эти площадки. Площадки, конечно, очень клевые, хорошо пристреливаются, они широкие. Их можно пристреливать одну к другой через небольшое расстояние по своей оси, но они достаточно дорогие, около 6 рублей за одну площадку. В отличие от конкурента Промрукава можно в 3 раза дешевле купить, по сути, такую же площадку. Да, она будет менее качественнее, но свои задачи она выполняет, поэтому можно использовать держатели, допустим, кабеля Speed. Вот у меня ребята, кто интересуется из других городов, пишут очень много обращений, где бюджет у заказчика. Можете полностью делать монтаж без гофры на площадках Промрукав, и это будет достаточно бюджетно. Сейчас я отмечаю трассу, которая пойдет в комнате вдоль стены. Трасса будет проходить на двойных держателях. Отводиться отдельные линии также будут на площадках кабеля и одиночных держателях. Да, если у кого-то есть сомнения по поводу того, какой вес выдержит держатель на одном гвозде, вот спокойно держит мой вес.
под нагрузкой сам пластик срывается с гвоздя. Не повторяйте такие, пожалуйста, действия. Давайте уже монтировать кабель. Засовываем его в проходные гильзы. Так как кабель находится на размотчике, мы просто его проходим через помещение и вытягиваем. С размотчика он выходит прямым. Это позволяет нам делать красивый, быстрый монтаж. Сейчас прокладываю его к электрощиту по исполнительной схеме, по проекту, по тому номеру, который присвоен каждой линии. Мы его подписываем. Так линия за линией идем и прокладываем. Есть такой нюанс при работе с этими держателями, то что мы должны кабель прокладывать от центра держателя. В нашем случае нужно просто посчитать то, что больше 7 кабелей не заполнять один край держателя, идти просто от первого из центра к крайнему. Просто последовательно каждую линию прокладываем, потом защелкиваем держатель. Аккуратненько заводим, подгибаем держатель и в следующий заправляем держатель кабеля. Подтягиваем линию. Таким образом у нас будет получаться красивая ровная трасса. Ну, конечно, если у вас кабель стоит не на размотчике, то будет забирать время на выравнивание кабеля. Чтобы это время не тратить, лучше положить кабель на какой-то круг, хотя бы если нет размотчика, чтобы сам кабель выходил ровно. Если он будет изломанный, загнутый, то сама трасса будет выглядеть вся изломанная в изгибах, поэтому, чтобы этого избежать, используйте размотчик до какой-нибудь круг, чтобы сам кабель, он выкручивался, выходил ровно. И сам монтаж будет идти в радость, и вам будет легче. Итак, линия за линией идем и крепим. Проложили, сделали запас, закрепили, подписали, отрезали. Ко мне присоединился Денис с другого объекта. Пришел на помощь, потому что одному все-таки достаточно скучно делать монтаж. Я, как всегда, в свою очередь даю инструкции ему, чтобы у нас все получилось идеально. Должно быть все идеально. Высокая стремянка, да, это тебе не Millennium Park. Монтаж кабеля по площадкам для стяжки лучше делать в той последовательности, когда мы заполняем все площадки в нашей зоне, до которой мы можем дотянуться. Далее просто мы притягиваем кабель к этим площадкам. Так, сама трасса с одной комнаты уже подходит к своему завершению. Осталось докрепить несколько линий. Это вторая комната, уже тоже идет к электрощиту. Монтаж на данном объекте осуществляется без распаечных коробок, чтобы они не занимали место на потолке. Мы решили сделать соединение ответвления PE проводника, разделение фазы 0 в самом подрозетнике, поэтому кабель у нас с одной розетки приходит на другую. Есть, конечно, плюсы и минусы двух этих способов, с распаечными коробками либо без. С распаечными коробками есть плюс, что уходит меньше кабеля, то что меньше надо делать сами штробы, но есть минусы, то что они занимают место на потолке, то что сама коммутация произошла в этой распаечной коробке, и, как правило, потолки закрылись натяжными либо гипсокартонным потолком, и доступа к ним нет. А доступ бывает нужен в плане освещения. Если у нас сначала был выключатель одноклавишный, двухклавишный, на люстру стоял, и потом мы захотели поставить диммер, то уже будет достаточно проблематично его поставить, так как большинство диммеров требует подключения нейтрали. А сама схема расключения одноклавишного и двухклавишного выключателя предусматривает отсутствие нейтрали в самом выключателе, либо заземление. Поэтому схема диммера и схема выключателя — это две разных схемы, которые будут коммутироваться и собираться в этой распаечной коробке. А в случае, когда у нас распаечная коробка является самим подрозетником, мы можем перекоммутировать на диммер, на двухклавишный, на одноклавишный выключатель. В любой момент просто открыли механизм, сняли этот выключатель, переткнули из одного клеммника в другой, одну-две жилы, и подключили этот механизм, который нам требуется. Поэтому я за монтаж без распаечных коробок. Он исключает еще и человеческий фактор неправильно собранной этой распаечной коробки.